Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Это студия Вестника Кавказа, и в ней сегодня Кирилл Немоляев и Гия Саралидзе. Как вы видите, в нашей программе, в нашем маленьком, но дружном коллективе произошла небольшая замена. Вместо Дмитрия Федорова, который сейчас занят своим проектом, у нас появился Кирилл Немоляев. Кирилл, который не занят нигде вообще. Вот, появился Кирилл Немоляев, который является не специалистом такого широкого профиля, как Дмитрий Федоров, но очень любит спорт и имеет по каждому поводу свое личное и очень оригинальное мнение. Поэтому мы сегодня его и пригласили в нашу студию. Как всегда, мы будем говорить о главных событиях футбольной недели, которая прошла, или то, что нас ожидает. Ну, сейчас не очень много событий, связанных с нашим чемпионатом и с нашим футболом, но продолжаются чемпионаты европейских стран, и английских чемпионатов. Заметь, настанут скоро те времена, когда в это время года будут проводить чемпионаты мира. События нашего чемпионата нас тоже будут волновать, потому что все к этому как-то Лига Европы скоро стартует, так что скоро будет о чем поговорить. Но то, о чем хотели бы мы сегодня поговорить, касается в том числе и нашего футбола. Но и не только нашего. Речь идет о том, что сразу две команды из премьер-лиги, Амкар Пермский и подмосковный Сатурн, могут отказаться играть в премьер-лиге. Ну, то есть они даже не столько отказываются, сколько просто не имеют финансовой возможности этого делать. На самом деле, вот исследования показывают, что это не только наша проблема. Более 50% европейских клубов либо стоят на грани финансового краха, либо рядом с этой гранью. То есть получается, что в какой-то степени футбол, несмотря на то, что является долгие годы самым популярным видом спорта, он частично как бы имиджевый вид спорта. То есть когда люди вкладывают, чтобы почувствовать свою причастность к некой великой игре. Да. Получается, что реальная отдача, да, финансовая, бизнесовая составляющая, она, у нас в стране, я так понимаю, что в основном все деньги тратятся на зарплаты футболистов. Ты знаешь, не только у нас. Выяснилось, что 2/3 бюджетов клубов составляет зарплата игрокам. Причем понятно, что это больше всего касается европейских чемпионатов, довольно серьезных. И это самая главная статья расходов. На самом деле сейчас стоит вопрос перестройки вообще футбольного хозяйства. Либо клубы начнут разоряться и действительно начнут существовать только за счет меценатов, да, либо они будут все-таки что-то делать с зарплатами. Как это было в NBA в свое время, в НХЛ, некий потолок, да, там ограничения всяческие и так далее. Иначе все больше и больше клубов будут зависеть от прихоти хозяев, которые либо будут вкладывать завтра эти деньги, либо нет. Как ты думаешь, все-таки вот эта ситуация, с твоей точки зрения, вот в какую сторону она развернется и как это будет происходить? Наверное, в первую очередь нужно разделять, как мне кажется, клубы по территориальному признаку. Потому что если есть какая-то область, где есть традиции, да, вот скажем, не знаю, там, вот исчез клуб Москва, но по большому счету он же был основан, по какой-то определенному стечению обстоятельств, да, или вот Сатурн, все-таки это, безусловно, определенная, достаточно большая горстка, вот я бы сказал так, большая горстка болельщиков. Все-таки, наверное, ситуация с Амкаром, то она более серьезная, потому что это край, это область, и подчас вот в мегаполисах, таких как Москва, наверное, может в меньшей степени Питер, вот таких развлечений для людей хватает. А вот возьмем и Пермь, и я думаю, что значит футбольный клуб в Перми, Амкар, который уже не первый год выступает в высшем дивизионе. Соответственно, здесь существует два пути. Либо всем миром, что называется, помогаем и сохраняем, либо имеем проблемы такого эмоционального характера в области. Потому что, как же так, у нас нет больше команды. Ведь господин Фурсенко сказал, что, мол, нет, и то, что, ребята, вы развалились, и давайте-ка, поиграйте там рангом ниже. Он говорит, вы давайте играйте уже там на первенство водокачки практически. Поэтому, здесь вот судьба Сатурна мне представляется понятной, и она, наверное, вот подобного рода случаи могут происходить. Но вот
история, которая произошла в Перми, она, конечно, частично должна решаться всем миром. То есть это более глобальный вопрос. Ну, вот потом, когда начинают говорить о том, что привело к такому результату. Ну, вот была бы опубликована те зарплаты, которые получали игроки Раменского Сатурна. И, собственно, что привело... Я не смотрел, мне интересно. Ну, там очень серьезные суммы. Очень серьезные суммы, которые, ну, в общем, получают, наверное, игроки, ну, таких средних, вполне успешных себе клубов самых сильных европейских чемпионатов. Ну, очень серьезные деньги. И что вот посещаемость Раменского стадиона, какие-то успехи этого клуба. Ну, тратиться я уже не говорю. Ну, просто да, ну, просто тратятся деньги, по сути дела, впустую. Да, это не молодые игроки, которые, то есть они собраны откуда-то, просто за деньги приехали. Другое дело, что последний год Раменский Сатурн вызывал очень большие симпатии, потому что без зарплаты играли ребята. Тренер молодой, амбициозный. Да, там, то есть, ну, жалко все равно. Но все равно команда, которая довольно долго играла в премьер-лиге и из-за финансовых проблем уходит из нее. Заметь, что до этого у Химок были проблемы. То есть Московская область, она... как только у Московской области появились финансовые проблемы, так появились проблемы у Химок, и у Сатурна и так далее. Другое дело, что понятно, что очень многие, те суммы, которые выделялись, очень серьезные суммы, которые выделялись на содержание этого клуба, всем Подмосковьем, они требуют разбирательства в других органах, не футбольных. Вот, потому что куда девались эти деньги, не совсем понятно. Но я вот хотел тебе задать еще вот вопрос по поводу все-таки потолка зарплат футболистов вообще в рамках европейских там, и мировых. На твой взгляд, это возможно или нет? В какой-то степени это, вот знаешь, идет у каждого человека с детства. Вот когда у него всего очень много, да, то кажется, когда у него что-то начинает забирать, то как-то, подождите, ребята, у меня же это все уже есть, я уже к этому всему привык. Вот. И это, конечно, проблема, потому как, наверное, урезав в 10 раз зарплату, я думаю, все равно можно вполне прилично позволить себе существовать. Но это вопрос психологии человека, который говорит, что как же так? У нас же всегда там, смотрите, а у Петьки он играет вон за тот клуб, ничего ему там, или... То есть, по-хорошему, это делать, конечно, надо. Ну, хотя бы просто то, чтобы люди немножечко ощутили, вот, ну, они же оторвались уже от земли, как бы там некоторые, совсем уже где-то высоко. Все-таки спорт, футбол конкретно в спорте стоит совершенно особняком, я считаю. Там, ну, мало с чем можно сравнить у нас в стране с точки зрения достижений и зарплат. Я могу понять, да, великие достижения, великие зарплаты. Ну, достижениями трудненько. При этом высокие зарплаты. Ну, да, народ у нас любит футбол. Самая большая проблема, что в России так исторически сложилось, очень любят футбол. И вот с этим бороться сложно. В том числе и зарплаты. Кирилл Немоляев и Гия Саралидзе сегодня в студии Вестника Кавказа. Мы продолжим говорить о футболистах, зарплатах и то, что они за эту зарплату показывают в следующей части нашей программы.